Почему Ватикан скрывает хроновизор? В глубоком подполье одного из самых могущественных центров власти на планете, в тиши мраморных залов и древних библиотек, скрывается устройство, которое может изменить все, не только наше понимание времени, но и само восприятие истории. Представьте себе прибор, способный показывать события прошлого как по телевизору, видеть моменты, которые давно канули в лето, наблюдать за тем, что происходило тысячи лет назад с такой ясностью, будто вы были там. Это не фантастика. Это хроновизор. И он существует. Еще в середине 20 века один итальянский ученый, священник по имени Андреа Линда, заявил, что создал такую машину. Он утверждал, что с помощью этого устройства видел смерть Иисуса Христа на Голгофе, слышал его последние слова и даже различил черты лица Спасителя. Более того, он говорил, что хроновизор позволяет не просто наблюдать за прошлым, но и записывать эти образы для последующего просмотра. Если это правда, то мы стоим на пороге величайшего открытия в истории человечества. Но почему о нем почти ничего не известно? Почему ни одно официальное научное сообщество не признает существование этой машины? Почему Ватикан, который, по некоторым данным, имеет к этому прямое отношение, хранит молчание? Сначала давайте разберемся, что такое хроновизор и как он работает. Согласно рассказам отца Линды, устройство представляет собой сложную систему антенн, линз и электронных схем, которые могут улавливать эхо событий прошлого. Ученый утверждал, что время – не линейная река, а своего рода энергетическое поле, в котором остаются следы каждого действия, каждого мнения, каждого вздоха. Эти следы можно считывать, если обладать нужной технологией. Так родилась идея хроновизора, прибора, способного читать временные волны и преобразовывать их в зрительные и звуковые образы. Но как такое стало возможным именно в католическом университете? Как священник смог создать устройство, которое потенциально опровергает законы физики? Ответ кроется в тесных связях между наукой и религией в лице Ватикана. Церковь всегда была не только духовной, но и научной силой. Многие астрономы, математики и физики работали под покровительством церкви. Возможно, хроновизор был частью секретного проекта, цель которого никогда не раскрывалась публично. Возможно, это было данью эпохи. Время после Второй мировой войны было временем гонки технологий, когда каждая страна стремилась обогнать другую. Может быть, Ватикан тоже хотел иметь свое оружие в виде доступа к информации о прошлом. Однако вскоре после заявления отца Линды вся информация о хроновизоре исчезла. Ни одного документа, ни одного фото, ни одного видео. Даже сам ученый прекратил публичные выступления и ушел в тень. Что произошло? Почему человек, сделавший столь громкое заявление, внезапно замолчал? Некоторые говорят, что его запугали. Другие утверждают, что ему предложили остаться в стороне от общественного внимания в обмен на защиту. Третьи же уверены, что хроновизор действительно существует, но находится в недоступном для всех месте, возможно, в одном из секретных подвалов Ватиканской библиотеки. Вспомним также тот факт, что Ватикан обладает одними из самых обширных архивов в мире. Многие из них до сих пор закрыты для исследований. В 2019 году Папа Римский Франциск открыл некоторые разделы архивов, связанные с деятельностью Пия XII во время Второй мировой войны. Однако большая часть документов остается вне поля зрения историков и журналистов. Неужели среди этих бумаг есть материалы, связанные с хроновизором? Неужели церковь боится того, что станет известно, если кто-то узнает правду? Есть еще одна теория, более пугающая. Предположим, что хроновизор действительно существует и работает. Что, если он показал нечто, что не должно быть увидено человечеством? Что, если в прошлом есть события, которые настолько страшны или настолько меняют наше представление о мире, что их лучше оставить в забвении? Например, если бы хроновизор показал, что основатель какой-либо религии на самом деле был обычным человеком, или что ключевые события мировой истории были сфабрикованы. Что тогда? Разрушение веры, падение авторитета, хаос. Возможно, именно поэтому устройство было спрятано. Возможно, именно поэтому никто больше не говорит о нем. Но интересно и другое.
Почему эта история продолжает жить в интернете, в подкастах, в книгах и документальных фильмах? Почему люди снова и снова возвращаются к теме хроновизора? Потому что внутри каждого из нас живет жажда истины. Мы хотим знать, что происходит вокруг нас, мы хотим понимать мир, мы хотим верить, что правда где-то рядом. И если кто-то скрывает эту правду, значит, она важна. Интересно также отметить, что сам отец Линда перед своей смертью оставил загадочное письмо, адресованное будущему поколению. В нем он написал, что хроновизор – лишь начало, что технологии позволяют нам не только смотреть в прошлое, но и влиять на него. Он говорил о том, что время – необратимый поток, но в нем есть трещины, через которые можно проникнуть. Что он хотел сказать? Возможно, это метафора. Возможно, он действительно верил, что хроновизор способен не только наблюдать, но и менять прошлое. Если это так, то устройство становится не просто научным достижением, а самым настоящим оружием. Ватикан – это не просто центр религиозного влияния, но и один из древнейших и самых влиятельных институтов на планете. Его библиотеки хранят миллионы томов, многие из которых недоступны для широкой публики. Некоторые архивы Ватикана закрыты на сотни лет, и лишь немногим ученым удается получить к ним доступ. Это создает почву для множества теорий, одна из которых – связь с хроновизором. Если предположить, что устройство действительно существовало, то его создание могло быть частью секретной программы, направленной на изучение времени как формы энергии. Известно, что еще в XIX веке католическая церковь финансировала исследования в области физики и астрономии, особенно тех, которые могли подтвердить или опровергнуть богословские доктрины. Возможно, именно тогда начались первые попытки понять природу времени. Но только в XX веке, после появления новых технологий, такие идеи стали воплощаться в реальные проекты. Отец Андреа Линда был не просто священником, он был также ученым с глубокими знаниями в области электроники и физики. Работая в университете Святого Томаса Аквинского в Риме, он сотрудничал с группой специалистов, занимавшихся экспериментами в области радиочастот и электромагнитных полей. Именно в этот период, по некоторым данным, и началось создание хроновизора. Устройство, по описанию самого Линды, состояло из антенн, способных улавливать эманации прошлых событий, преобразователей, переводящих эти эманации в зрительные образы, и специального экрана, на котором можно было видеть происходящее в далеком прошлом. Но почему именно отец Линда? Почему представитель церкви взялся за столь чудесное изобретение? Ответ может скрываться в тайных обществах, которые, как считают некоторые исследователи, имеют прямое отношение к Ватикану. Например, орден иезуитов, известный своей научной деятельностью и строгой дисциплиной, мог быть причастен к разработке устройства. Известно, что иезуиты всегда играли важную роль в образовании и науке, и если кто-то и мог создать подобный прибор, то это они. Хроновизор якобы позволил увидеть события, о которых человечество знало только из мифов и легенд. Отец Линда утверждал, что наблюдал за смертью Юлия Цезаря, затем, как Платон читал лекции в своем академическом саду, затем, как Моисей переправлял евреев через Красное море. Но самое потрясающее, он говорил, что видел момент распятия Иисуса Христа. По его словам, звук голоса Спасителя был слышен, и даже черты лица были различимы. Это заявление вызвало шок среди верующих и ученых. Если это правда, то мы имеем дело не просто с машиной времени, а с возможностью увидеть самые священные события в истории человечества. Однако вскоре после этих заявлений вся информация о хроновизоре исчезла. Ни одного официального документа, ни одного фото, ни одного видео. Сам отец Линда прекратил выступление, и его имя почти полностью исчезло из научных кругов. Что произошло? Был ли он запуган? Получил ли он угрозы? Или же ему предложили остаться в стороне в обмен на защиту? Никто не знает. Интересно, что Ватикан никогда официально не комментировал эту историю. Ни одно письмо, ни одно обращение не содержало упоминаний о хроновизоре. Однако надо отметить, что церковь всегда сохраняла контроль над информацией, которая могла повлиять на веру миллионов людей. Если устройство действительно показало бы что-то, что противоречит каноническим текстам, это могло бы вызвать массовое сомнение в истинности религии. Поэтому вполне возможно,
что хроновизор был спрятан именно для того, чтобы никто не смог проверить истинность тех или иных событий. Также интересно рассмотреть вопрос о том, где сейчас находится устройство. По одной из версий, оно хранится в подвалах Ватиканской библиотеки, куда допускается лишь ограниченное число лиц. По другой, оно было уничтожено сразу после первого теста, потому что показало слишком многое. Есть даже теории, что хроновизор все еще работает, но используется только в очень узких кругах для наблюдения за ключевыми событиями в мире. Есть и другая точка зрения. Возможно, хроновизор – это всего лишь вымысел. Возможно, история была придумана для создания эффекта загадочности вокруг Ватикана. Возможно, это был способ отвлечь внимание от других секретов, которые действительно существуют. Но тогда почему так много людей продолжают верить в него? Почему эта тема до сих пор активно обсуждается в подкастах, книгах, фильмах? Потому что внутри каждого человека живет жажда истины. Мы хотим знать, что происходит вокруг нас, мы хотим понимать мир, мы хотим верить, что правда где-то рядом. И если кто-то скрывает эту правду, значит, она важна. Значит, она опасна. Значит, она может изменить все. Представьте себе, если кто-то может изменить прошлое, он может изменить настоящее. Если он сможет уничтожить одного человека в прошлом, он сможет изменить ход всей истории. Если он сможет предотвратить войну или, наоборот, начать ее, он станет Богом. Именно поэтому хроновизор должен быть скрыт. Именно поэтому о нем нельзя говорить. Именно поэтому Ватикан молчит. Но молчание не вечное. Каждый день новые исследования, новые теории, новые данные выходят в свет. Люди находят старые записи, интервью, письма. Возможно, скоро мы найдем доказательства. Возможно, хроновизор снова выйдет из тени. Возможно, мы увидим то, что скрывалось столетиями. И тогда наше понимание мира изменится навсегда. Поэтому не переставайте задавать вопросы. Не бойтесь искать истину. Не принимайте на веру то, что вам говорят. Читайте, изучайте, сомневайтесь и проверяйте. Только так мы можем приблизиться к ответу. И пусть вас не пугает тень прошлого, ведь именно в ней скрываются ключи к нашему будущему. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.